Турция направит все свои усилия на Южный Кавказ, включая вопрос Зангезурского коридора, который является инструментом для усиления стратегического влияния в регионе. В Сирии режим Башара Асада пал. Ближний Восток и Сирия, по сути, превратились в поле столкновения интересов различных держав и центров силы. Но изменится ли ситуация после свержения власти Асада или уже изменилась? Возможно, мы станем свидетелями новых противоречий, включая отношения Израиля с Турцией или Турции с США. Какие угрозы могут возникнуть для Южного Кавказа и Армении, если учитывать, что в Сирии к власти пришли протурецкие силы и экстремисты? После окончательного свержения режима Башара Асада Сирия столкнулась с большими вызовами. Как и ожидалось, после падения правительства страна стала центром столкновения нескольких основных сил. Антиправительственные силы и различные группировки пытаются контролировать политические процессы, что формирует в регионе новый баланс сил. На фоне этих изменений в Сирии и на Ближнем Востоке возникают новые возможности для конфликтов. Турция, играющая активную роль в регионе, день за днем ужесточает свою позицию как по отношению к Сирии, так и к соседним странам. Одновременно интересы Израиля в регионе могут столкнуться с амбициями Турции, что неизбежно усилит напряженность. Вот, например, сегодня Эрдоган сделал резкое заявление. Президент Турции Эрдоган на выступлении в Сакарье перед однопартийцами пообещал пересмотреть итоги Первой мировой войны и присоединить сирийские территории, ранее османские провинции, в состав Турции. Интересно, что бы произошло, если бы в то время, когда Первая мировая война переопределяла границы в нашем регионе, условия были иными? Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа, сказал Эрдоган. Я уверен, что Турция продолжит усиливать свое влияние на Южном Кавказе, особенно через Азербайджан, что, безусловно, увеличит риски для безопасности Армении. Для Армении жизненно важно укреплять дипломатические отношения с международными центрами силы и параллельно укреплять систему безопасности. Идеология пантюркизма, лежащая в основе укрепления геополитических, экономических и культурных связей между Турцией и Азербайджаном, в последние годы стала более заметной. Уверен, что после свержения режима Асада в Сирии Турция усилит свою активность и направит всю активность на Южный Кавказ, в частности, на вопрос так называемого Зангезурского коридора. Не случайно, что именно сейчас азербайджанская сторона на самом высоком уровне поднимает тему так называемого западно-азербайджанского сообщества и требует от Армении начать переговоры с его представителями. В этом контексте самое опасное, что со стороны Армении до сих пор нет официальной позиции. Более того, различные представители власти избегают прямых ответов на этот вопрос. Убежден, что тема возвращения так называемого азербайджанского сообщества является плацдармом для турецко-азербайджанского тандема, чтобы усилить давление на Армению. Если мы в этом контексте не поднимаем вопрос прав и возвращения армян Арцаха, то, по моему глубокому убеждению, это стратегическая ошибка. Кстати, Асад поддерживал позицию Индии по вопросу Кашмира, а те, кто сверг его режим, могут стать на сторону Пакистана, которые участвовали в 44-дневной войне. Причем это участие было в интересах Турции, и именно в 44-дневной войне заложены основы геополитического проекта Турция-Азербайджан-Пакистан. Да, в войне за Арцах в 2020 году Пакистан открыто поддержал Азербайджан, предоставляя не только дипломатическую, но и технологическую и военную помощь. Это существенно увеличило военный потенциал Азербайджана. Президент Сирии Башар Асад в последние годы демонстрировал стремление к сближению с Индией. Индия принимает участие в программах восстановления Сирии как экономический и дипломатический партнер. С другой стороны,
Ряд террористических группировок, выступавших против режима Асада и получавших поддержку от Турции и других стран, также получали прямую или косвенную поддержку от Пакистана. В этой истории не стоит забывать о курдах, которые пользуются, так сказать, поддержкой США. При этом против курдов воюют группировки, поддерживаемые Турцией. Можем ли мы в этой ситуации стать свидетелями разногласий между США и Турцией? Вопрос курдов является ключевым в общей ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, поскольку они одновременно союзники США и главные враги Турции. США оказывают курдам помощь в борьбе с ИГИЛ. Курды рассчитывают на военную и политическую поддержку США для укрепления своей автономии и безопасности в регионе. Турция рассматривает курдские группировки как угрозу своей национальной безопасности. Эрдоган неоднократно заявлял, что продолжит военные операции против курдских сил, особенно на севере Сирии, где они контролируют большие территории. Как мы отметили, усиление Турции, несомненно, опасно для Армении и Южного Кавказа, учитывая вопрос Зангезурского коридора, потенциал которого оценивается в $1 триллион. Усиление Турции, особенно в связи с Зангезурским коридором, представляет собой ключевую угрозу для Армении и Южного Кавказа. Этот путь, связывающий Турцию и Азербайджан, для них является не только транспортным проектом, но и инструментом для усиления регионального стратегического влияния. Это очередной шаг в рамках пантюркистской идеи, которая обеспечит связь Турции с тюркоязычными странами Центральной Азии. Можно ли сказать, что усиление Турции выгодно Азербайджану, но в то же время опасно? Да, можно сказать, что усиление Турции одновременно выгодно Азербайджану и в какой-то мере опасно в зависимости от долгосрочных интересов и регионального баланса. Во время войны за Арцах в 2020 году Турция оказала Азербайджану значительную военную поддержку, включая беспилотники и стратегическую помощь, что сыграло решающую роль в победе Азербайджана. Однако чрезмерное влияние Турции на внутреннюю или внешнюю политику Азербайджана может ограничить его суверенитет. В этом случае Азербайджану придется идти на большие уступки как в экономической, так и в политической сферах. Как поражение или отсутствие победы Ирана в Сирии может повлиять на регион, учитывая, что Израиль усиливает свои позиции и является стратегическим и военным партнером Азербайджана. Сирия была важным стратегическим оплотом для Ирана. Израиль в течение долгого времени наносит удары по иранским и союзным объектам в Сирии. Если Иран ослабнет в Сирии, Израиль сможет действовать более свободно. Это также укрепит влияние Израиля в нашем регионе, особенно через укрепление связей с Азербайджаном. В прессе неоднократно появлялась информация о том, что территория Азербайджана может использоваться Израилем для разведывательных или даже военных операций против Ирана. Что касается России, она с каждым днем все больше слабеет, и в нашем регионе практически не играет никакой роли, за исключением споров с Турцией о землях своих союзников. Я бы даже сказал, что нынешнее присутствие 102-й военной базы в Гюмри представляет серьезную угрозу суверенитету Армении, поскольку мы не можем быть уверены, какой приказ в любой момент может отдать этой базе кремлевский маразматик. Путин вполне может помочь Эрдогану захватить армянские земли. Это в лучшем случае, если, конечно, речь не пойдет о всей Армении. Ведь в его голове идея воссоздания СССР, а турков он считает своими союзниками. На мой взгляд, Армении следует как можно быстрее избавиться от российского присутствия, включая экономическое. Вместо этого необходимо через Францию и США расширить список союзников, привлекая другие развитые страны Западной и Северной Европы. Таким образом, я призываю власти Армении быть максимально бдительными и давать жесткий отпор любым агрессивным действиям со стороны Турции и Азербайджана.
Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.